Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные новости мира. Итак, начну с первой важной новости. Возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» для восстановления поставок российского газа в Германию была бы совершенно неправильным направлением. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, который категорически отверг возможность пересмотра энергетической политики страны в сторону увеличения зависимости от российского газа. По его словам, такие дискуссии даже не должны возникать в условиях продолжающейся агрессии России против Украины. На вопрос журналистов, существует ли хотя бы хоть какая-то маленькая вероятность возобновления строительства трубопроводов через Балтийское море или хотя бы ремонта уже существующих веток Северного потока, Роберт Хабек ответил однозначно: на данный момент такой возможности нет. Он также напомнил, что главные уроки, извлеченные Европой из российско-украинской войны, касаются именно энергетической политики. Украинцы по-прежнему находятся под агрессией России, поэтому я думаю, что разговоры о потенциальном восстановлении Северного потока-2 или даже Северного потока-1, если он будет отремонтирован, это совершенно неправильное направление дискуссии, подчеркнул Роберт Хабек во время встречи в Брюсселе. Министр экономики Германии также выразил обеспокоенность тем, что новое правительство страны может забыть ключевые уроки, извлеченные в 2022 году, когда Германия и вся Европа испытали кризис из-за своей многолетней зависимости от российских энергоносителей. Цитата: «Социальные демократы и консервативная партия Германии создали эту энергетическую зависимость от России, и они сделали это добровольно. Я очень обеспокоен тем, что урок, который мы вынесли в 2022 году, может быть забыт этими партиями, и история может повториться», заявил Роберт Хабек, тем самым подчеркивая, что отказ от российского газа и развитие альтернативных источников энергии являются стратегически важными для Германии. Друзья, стоит отметить, что на фоне новых переговоров о формировании правительства Германии консервативные партии ХДС, ХСС и социал-демократы продолжают дискуссию о будущей энергетической политике страны. Это вызывает опасения у представителей «Зеленых», в том числе у самого Роберта Хабека, который настаивает на дальнейшем развитии возобновляемых источников энергии и полном отказе от российского газа. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало серьезным тем фактором для российского бизнеса, особенно для газового гиганта «Газпром». После победы Дональда Трампа на выборах акции компании начали демонстрировать устойчивый рост на фоне ожиданий, что новый президент США Дональд Трамп поможет достичь быстрого мирного соглашения с Украиной. А это, в свою очередь, может привести к возобновлению экспорта российского газа в Европу. Как отмечают Альфа-банки, именно эти надежды и привели к укреплению позиций «Газпрома» на фондовом рынке в прошлом месяце. Однако на практике перспективы возобновления поставок остаются сомнительными, так как на континенте не наблюдается стремление вновь становиться зависимыми от российских энергоресурсов. В этом месяце авторитетное издание Financial Times сообщило, что один из давних союзников Владимира Путина активно лоббирует сейчас в Соединенных Штатах Америки идею предоставления американским инвесторам разрешения на возобновление строительства Северного потока-2. Однако позиции Европы и в частности той же Германии в этом вопросе остаются жесткими. Правительство Германии дальше продолжает официально заявлять, что предано полной независимости от российских энергоносителей и не рассматривает никакой возможности пересмотра своей политики в пользу поставок из России. Более того, ЕС продолжает курс на развитие альтернативных источников энергии, что, соответственно, делает возвращение российского газа на европейский рынок все более проблематичным. Трубопроводы «Северный поток» действительно являются ключевыми маршрутами для поставок российского газа в Европу. «Северный поток-1» начал функционировать, я вам напомню, в 2011 году и успешно доставлял газ до 2022 года, когда война России против Украины привела к его остановке. Проект «Северный поток-2», который обошелся в 11 миллиардов долларов, был завершен в 2021 году, однако так и не был запущен. Германия тогда отказалась вводить его в эксплуатацию в последний момент, когда напряженность между Москвой и Западом стала критической. Ситуация еще усложнилась в сентябре 2022 года, когда обе нитки Северного потока-1 и одна нитка Северного потока-2
были серьезно повреждены в результате таинственных взрывов. Эти события вызвали множественные спекуляции тогда, однако до сих пор ни одно государство не взяло на себя ответственность за произошедшее. Друзья, и следующая у меня важная новость касается телефонного разговора российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который, как сообщается, может состояться уже завтра, 18 марта. В Кремле подтвердили факт подготовки этого звонка, однако отказались раскрывать какие-либо подробности предстоящего обсуждения, оставляя пространство для различных предположений и домыслов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор действительно планируется и должен состояться во вторник. Да, это действительно так, во вторник готовится такой разговор, заявил Песков во время общения с прессой. А я напомню, что ранее Дональд Трамп также подтвердил, что намерен провести телефонный звонок с Владимиром Путиным 18 марта. Он не раскрыл детали полностью, однако подчеркнул, что общение с лидерами крупных государств всегда играет важную роль в формировании всей политической обстановки. Журналисты все-таки пытались выяснить, будут ли затронуты в беседе такие острые вопросы, как территориальные споры, контроль над атомными станциями и возможные новые договоренности. Однако пресс-секретарь Кремля уклонился от ответа, заявив, что не будет делать преждевременных заявлений. Цитата. «Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно, беседа двух президентов не подлежит заранее содержательному обсуждению, поэтому мы этого не будем делать», отметил Песков. Тем не менее, сам факт возможного телефонного общения между Путиным и Трампом вызывает большой интерес как у политических аналитиков, так и у мировых средств массовой информации. Многие эксперты полагают, что этот разговор может стать той отправной точкой для новых дипломатических шагов, особенно на фоне обостряющихся геополитических конфликтов. И здесь примечательно, что сам Трамп неоднократно делал такие заявления о необходимости урегулирования международных кризисов и даже утверждал, что мог бы остановить войну в Украине всего лишь за 24 часа, если бы находился тогда у власти. В связи с этим предстоящий телефонный разговор вызывает еще больше вопросов о его возможном влиянии на дальнейшее развитие событий. Кроме того, друзья, остается неизвестным, в каком именно формате пройдет такая беседа, будет ли это официальное обсуждение с последующими комментариями для прессы или обычный закрытый разговор без публикации каких-либо деталей. Однако, судя по осторожным формулировкам Кремля, российская сторона намерена держать информацию в секрете до последнего момента. И следующая у меня есть новость еще, которая касается неожиданного поворота в политике в Венгрии в отношении антироссийских санкций. Соединенные Штаты приоткрыли завесу тайны над тем, как именно удалось переубедить Будапешт отказаться от блокировки продления санкций Европейского Союза против России. Ключевую роль в этом сыграл разговор министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярта с госсекретарем США Марком Рубио. Как вы знаете, изначально Венгрия намеревалась наложить вето на продление санкционного режима против России, ссылаясь не только на экономические соображения, но и на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Виктор Орбан надеялся, что новая администрация в США может пересмотреть политику давления на Россию. Однако вскоре стало очевидным, что Трамп, несмотря на свои прежние заявления о возможности договориться с Кремлем, готов все-таки применить еще более жесткие меры против Москвы. Политические инсайдеры сообщают, что президент США дал понять, если Кремль не пойдет на уступки и не согласится на перемирие в Украине, то Вашингтон все-таки введет против России новые, еще более болезненные ограничения. Как сообщает издание «Политика», на фоне этих событий госсекретарь США Марко Рубио лично позвонил Петеру Сиярто и настоятельно призвал его не препятствовать европейской санкционной политике. Таким образом, американская дипломатия сыграла важную роль в этом процессе. После разговора Рубио Венгрия неожиданно смягчила свою позицию и отказалась от первоначального плана наложить вето. Этот шаг стал сигналом о том, что даже ближайшие союзники России в Европе не готовы идти на конфронтацию с США и Европейским Союзом в столь сложной политической ситуации. Однако, по данным Политика, позиция Трампа остается непредсказуемой. Он в любой момент может изменить свою тактику и предложить, наоборот, смягчить санкционные ограничения в обмен на уступки от России.
Такой именно сценарий создаст серьезные проблемы для Европейского Союза, который использует санкции как главный инструмент давления на Москву. Если все-таки Вашингтон ослабит свою позицию, Брюссель потеряет важный рычаг влияния не только на Россию, но и на Венгрию, которая уже неоднократно, как вы знаете, ставила под угрозу единство Европейского Союза в санкционном вопросе. На данный момент в Европейском Союзе нет единого мнения относительно возможного ослабления антироссийских санкций вне зависимости от будущей политики США. С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Европейский Союз, США, Великобритания и их союзники ввели против России множество жестких экономических ограничений. Эти меры включали запреты на торговлю, замораживание активов российских банков и крупных компаний, ограничения на экспорт технологий, запрет на поставки высокотехнологичного оборудования, санкции против ключевых отраслей российской экономики, а также персональные санкции против российских чиновников и бизнесменов. И здесь примечательно, что в конце декабря 2023 года тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто угрожал Брюсселю наложить вето на новый пакет санкций против России, тем самым вновь поставив под вопрос единство Евросоюза. Но глава европейской дипломатии Кая Каллас тогда заявила, что Европейский Союз ищет способы обойти блокировки со стороны Венгрии, чтобы санкционная политика оставалась эффективной в дальнейшем. Этот конфликт внутри Европейского Союза лишь подтверждает, что борьба за санкции продолжается, а будущее давление на Россию во многом зависит не только от Брюсселя, но и от решений, принимаемых в Вашингтоне. Друзья, что вы думаете о заявлениях Роберта Хабека, позиции Германии и возможных шагах России? Напишите в комментариях ваше мнение, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самых горячих новостей. И не забудьте поставить лайк, это помогает продвигать видео. До следующего выпуска и хороших вам новостей!